promises are good a day, yes, and need to start the... Сегодня поговорим о пляжах Пилиппы. Их три основные. Это вот получается у нас Паттайя-Бич, километр с чем-то, белого пушистого песка, даже не пушистого, вот крахмал, может быть как Смекта, очень мелко дисперсно. Еще у нас здесь получается Санрайз-Бич. Стараюсь на рассвет вырваться каким-то образом. И у нас еще есть третий пляж, называется Сансет-Бич. Но это основные. Туда лучше ходить на закате. Вообще он достаточно уединенный, и там хорошо проводить время, когда вот днем практически никого нет. Ну, один-два человека, может быть, никого. Вот. Сейчас мы еще пойдем по ступенькам в самый конец Паттайя-Бич. Посмотрим Секрет-Бич. По пути проходим вот Сита-резорт. Четверочка такая. Какие-то. У нас массажный салон прямо на берегу. Кафешечка. И там, по-моему, какой-то скромненький резортик. В общем, вот эта вот дорога туда. На разные маршруты по острову. Вот видите, дорогие батареи, сразу же стоянка для лодок. А сейчас мы пойдем по дорожке, вот по такой вот узенькой от моря, вот туда вот наверх. Пойдем на Сансет-Бич. Если получится, попробуем там как-нибудь встретить закат. Вот. Потом мы с вами пойдем на косу. Это самое главное. Мне кажется, вот такая вот песчаная достопримечательность Липпы. И посмотрим по кафе. Что-нибудь, может, вкусненькое зацепим. Босиком как тяжело пройти. Ладно, давайте, мне надо сосредоточиться на пути. В чем преимущество Сансет-Бич? Это, безусловно, там вид на закат. С точки зрения песка, ну вот в том конце видно, что есть песочек. А здесь вот такая вот галька. И не совсем комфортно по ней идти. Поэтому пока номер один по песку остается Паттайя. На Парадайзе там тоже очень такой песочек грубоватый, я бы сказала. Белый и тоже утюжном голубоватый. Здесь прям получается как Сочи. Ну и так, конечно, ходить. В общем, покинул я Сансет-Бич. Идем на Санрайз-Бич. Вот по острову тут асфальтированная дорога. Достаточно горячо, босиком. Вот. И вот такие джунгли. Слышите? Привет вам. Передают. В общем, тут так прохладненько, кстати. В храме в этом. Ну, вернее, в храмовом как будто бы комплексе. Вот здесь боженьки их. Видите, такое впечатление, что годами не убирают. Наверное, и не надо это. Тут ритуальные. Ну, такой парк, можно погулять, интересно все-таки. На острове, хоть и маленьком. Очень большое значение имеет в Таиланде. Вообще любовь к королевской семье, к королю, особенно вот который умер несколько лет назад. И вот так все любили, мне кажется, его весь мир любил. Он еще сам по себе очень такой достаточно симпатичный. И история королевской семьи очень интересная. Это надо ехать в Чанграй, там есть их горная резиденция, там очень классный интерактивный музей. Я рыдала, когда я слушала эту историю про королевскую семью. Там любовь,
И расставания, драмы семейные, все что угодно. Очень интересная история. Как вот в Англии у них тоже была своя королева-мать. Интересная дама. Поэтому если кто-то будет в Чанграе, обязательно нужно взять эту экскурсию. Вот еще один итальянский ресторан Made in Italy. Причем там лаву, сэндвич с клубникой не разогревают. Thank you. Это знаменитый дед с донатами из кокоса. Кстати, многие могут сказать, что вот приехал в Таиланд и ешь итальянскую еду. Блин, ребята, сейчас настолько мир перемешался, что можешь приехать в Таиланд и есть тайскую еду, японскую еду, и корейскую еду, и какую угодно еду. Тебе достаточно побывать в одной стране и уже получить кучу разных впечатлений. Поэтому я считаю, это нормально есть лучшую еду практически в мире, в том месте, где ты сейчас находишься. Ну вот мы пришли на поворот на Лауну. Если идти от Паттайя-Бич, то это налево напротив Драгстор и 7-Eleven. 7-Eleven мы поехали, тоже зайдем. Что, пойдемте. Такая вот улочка. Здесь, скорее всего, какие-то номера или апартаменты сдаются. Может, это какие-то офисы. Здесь есть хорошо проверяют. Немножечко вот такого. Как будто в большом городе находишься. Слушайте, ну как я и говорила, места-то нет в итальянском ресторане. Приходится сидеть в баре и ждать, когда освободится столик. Вот такие вот итальянские рестораны на Кулика. Я все ем, не могу, когда есть. Это бесконечная порция. Ой, вкусно. Нет, можно взять в других комбинациях, там, рагу, просто пармезан. Ну, 4 сыра насыщеннее, ярче. Ну вот принесли это чудо в виде тирамису. Что-то у меня дубль не получился, я половину съела. Сейчас еще раз вам покажу, как вкусно. Это невероятная пропитка вот всего, снизу до конца. И вот этот нежный крем Своярди, очень потрясающее что-то. С собой возьму одну штучку. Прям какой-то такой. Невероятно. Так как на острове все примерно понятно, из развлечений большей частью это являются кафе и различные заведения. Сегодня Юля позвала меня на рыбалку в открытое море. Из меня, конечно, рыбак такой себе, но
Я с удовольствием посмотрел бы на это все со стороны и искупался бы. Еще Юля говорит, что вроде как неплохой снорклинг и будут где-то остановочки для того, чтобы понырять. Сегодня будем рыбачить. На целый день сейчас с 9 утра нас отвозят и примерно до 4 дня мы будем в открытом море. Загрузились в лодку и посмотреть, что там вокруг. Вот там вот находится остров. Мы уплыли за километр, наверное, если не больше. Буёк, смотри, к нему привязали лодку и рыбачат. Давай я тебе сейчас все расскажу. Давай. Так, ну что тебе рассказать? Я считаю, что это одна из лучших рыбалок за те деньги, которые здесь предлагается. То есть она на протяжении уже порядка 8 лет где-то держится на уровне $100. А вообще подобный уровень рыбалок стоит под 1000 евро, наверное, в европейских каких-то широтах. Ну, типа на Азорских островах. Получается, что здесь сейчас мы пойдем на Sailfish, на рыбопарусник, который здесь большая популяция. И именно благодаря вот этой рыбопаруснику здесь развилась достаточно серьезная вот эта вот отрасль рыбалки. Сначала ловится маленькая рыбка, которая будет наживкой для этой рыбы, для большой, для Sailfish. Сейчас уже мы приехали на место, и будем ловить эту маленькую рыбку. Дальше мы перейдем в другую локацию, где, в общем-то, на этой 3 трофея я взяла. Примерно длина этой рыбы 2 метра и вес 15 до 25 килограмм. Также пока мы будем ждать Sailfish, у нас будет рукфишинг. Это коралловая рыбалка. Там будут такие виды, как Red Snapper. Это про что ты говоришь, что у нас будет еще... Вот еще рыбалка. среди кораллов. Рокфишинг это среди кораллов, да, получается? И будет у нас еще рыбалка типа троллинга. Вот здесь. И снорклинг, еще ты говорил. И снорклинг тоже будет. И ланч еще будет за эти же деньги. В общем, у нас будет троллинг, и постараемся взять либо барракуду, либо кинг-макрель. Ой-ой. Пока мы тут с Юлей мучаемся с помощью удочек, там чувак просто на веревку ловит. Все уже. I have some? No? Yeah. Тоже не поймал. В общем, там своя система торговли. Ну, такая вот эта. Незамысловатая, но увлекательная история. What is the fish? Small barracuda? No? No, not it? What is it? Сардина. И сардины. Что-то зубастое и красножабровое. Они аж светятся. Сейчас отпустим. Вообще отлично. Давай, пускай. Такую рыбалку я понимаю, когда всех на свободу. С другой стороны, все равно насилие небольшое, да, получается? Вот он и свобода. О, то, что надо, смотри, снимай. Оно? Oh, this is it. Где? Уже все мертвое, что ли? Ух ты, 2 сразу. А я смотрю прям, что-то тяжко достается, что-то тяжко достается. Это как называется рыба? Ну, такая, типа сардина. Сардина.
общем, я Юле говорю, что мы тут просто больше как декорации, больше поплавать, получить удовольствие от этой воды, а рыбачить здесь, наверное, все-таки лучше наш товарищ сопровождающий. Хотя Юля уже тоже поймала 2 рыбины, просто это не совсем те, но успех тебе тоже благоволит. Мы приплыли на соседний спот. Наш дружище уже вовсю ловит на живца. Сейчас будет погоня за крупной добычей. Есть. 4 штуки. И... А ты говоришь, видишь, оно как хоп-хоп за все разы сразу и Да. вот собралось. По идее, это вкусная, кстати, рыба. Давай слабины не давай. Капитан! Нет! Привет. Ну что, подходим к Sunrise Бичу. Сейчас пройдем, наверное, через самую уже последнюю такую бюджетный резортик. Вот он так, тут задний двор его выглядит. Ну, там примерно 13 ночей, 24 тысячи рублей. Ну, условия, скорее всего, там вентилятор, простенькая бельишко и холодный жиденький душ. Ну, туалет. Одна розетка. Но зато у тебя первая линия, в принципе. Сейчас я покажу вам, как это все выглядит. Такие вот bungalишечки. А вот там можете видеть уже вот это вот невероятное лазурь моря, которое просвечивается. И вот как раз вы видите, как расположены вот эти вот хижины ниф-ниф, наф-наф, нуф-нуф относительно первой линии. Вообще на этом пляже, я уже повторюсь, наверное, застроили все и очень дорогими отелями. То есть здесь можно 13 ночей жить там за 24 тысячи рублей. А первая линия в отеле подальше, подороже, там, соответственно, 450, 500. Ну, то есть ценник такой вообще просто какой-то космический. Но есть еще возможность и совсем бюджетно, и среднебюджетно, и по люксу. Ну, правда, для люкса тут, конечно, эти размахи. Хотя, что в наше время считать люксом? Видите, да? Вообще нереальная вода. Просто нереальная. Но здесь пожестче песочек. Прям пожестче.
жестче. Прекрасно. Красота. Короче, идем сейчас в Серендипити. Смотрите, Санрайз. Здесь сейчас тень, кстати, вторая половина, удобно здесь купаться, чтобы не обгорать, чтобы там, ну, понимаете, без фанатизма. Вот, как раз отель пошел. Снорклинг плохой здесь. Вот, идем в Серендипити. Дорогой, кстати, отель. Ну, как дорогой, 250 на ночь. От 250. С китайско-американским менеджментом. С неплохой кухней фьюжн. Да, там подороже, но, в принципе, оно того стоит. Там очень шикарный вид. Ну и, конечно, там чизкейк шашлык, который ставил какой-то японский шеф из Нью-Йорка, прилетал. Вот. И этому чизкейку, получается, уже 12 лет. Ну, ему, может быть, и больше, просто 12 лет, как я сюда езжу. Вот в такое влюбляешься и все никак не отпустить. Постоянно, говорит, столько мест, что одно место видишь. Не, ну я в разных местах была. В это хочется возвращаться. Потому что не всегда хочется носиться галопом. Что-то там пробовать, изведывать. Вот хочется приехать и в одном месте получить максимально вот тот период, когда ты приезжаешь, всего. Все, что тебя будет радовать, не разочарует, и у тебя будет целыми днями рот души практически. Но если кто-нибудь что-нибудь там пришлет. Поэтому не могу сказать, что я буду сюда ездить 3 раза в год, а будет каждый год. Но иногда, наверное, буду заезжать. Без этого вообще никак. Дурачья. Ну что? А? Что, Бармотина? Сидят бедные. Жарко. Вот хвостом играется. Ах, какая беззаботность. Пойдем, и я вам косу сверху покажу. Так видно, что дорогой отель. Судя по всему, вот этот я видела 500 тысяч. Вот. Ну, 450 за 13 ночей. Тут, видите, уже насадили деревьев с цветочками. А вон у них бассейн. Вон у них бассейн. Не, ну что, прикольный отель. Вот. Жалко, правда, что на этом месте раньше был сосновый лес. Ну, большие деньги. Они делают свое дело. Бассейн с такими штуками. Ну, опять же, видите, какой песок. Хватает еще песок другой. Дорогая рабочая схема. Вот бунгало. Вот тебе сразу море. Не, ну топовое место. А, и у каждого бунгало еще, видите, свой этот бассейн и вода. Да, ну вот это вот $1000 за ночь практически. Клево. Ну, в общем, смотрите, обеспеченные люди. Если у вас деньги есть, приезжайте сюда. Вот в такие отели. Более это интересно. Мед-Азия. То есть оно, видимо, в какую-то сетку туристическую входит. Вот коса снизу. Еще один дорогой отель, все с бассейнами. В принципе, по-моему, сделано. Теперь понятно, почему они эту заповедную зону вырезали, потому что здесь очень большие деньги. Вот. Все неплохо. Но слишком много денег, это тоже плохо. Вот она, знаменитая коса. Визитная карточка Кулипы. Вот. Я думаю, во многих гайдах мира про Липы написано, и эта картинка стоит. Сейчас я в Маунтин Резорте. Как раз здесь смотровая. Там закат будет.
И вот коса как раз намылась. Она бывает гораздо короче, а сейчас ее намыло. Прям интересно. Такая вот картинка. Мне кажется, это очень красиво. Это прекрасно. Это прям природный памятник. Есть же, кстати, всякие 8 чудес света, а есть 8 чудес природы. Кстати, когда в каком-то далеком, может быть, 9 или 10 году выбирались лучшие чудеса природы, это тогда как раз была очень Филиппинами увлечена, то в номинации, по-моему, на топ-7 или на топ-10, или там, короче, в общей номинации было 7 природных красот с Филиппин, а вот в номинации уже, когда выбирали лучшие, там было 3. Это, получается, у нас, по-моему, Кубатаху-Риф, который под ЮНЕСКО находится, какой-то невероятно шикарный коралловый риф. Это Чоколад-Хиллз, шоколадные холмы на Бахоле. Тоже очень интересное геологическое образование. И Underground River — это подземная река, которая 7 километров. Она на острове Палаван находится. Там мы были. На Чоколад-Хиллз я была, а вот на рифе не была. Ну вот сзади меня крутяцкий отель с панорамными вот такими вот окнами. Очень крутой. И сзади меня тоже с этой стороны тоже все очень круто. Красиво, безумно. Так вот идешь, как будто бы ничего не предвещало. Тоже вот в этой лазури бесконечно. Конечно. Где мы проводим в удовольствиях. Можно дальше идти? Кстати, вот проходим мы уже ближе к Серендипити-резорту. И вот посмотрите образец вот этих вот хвойных сосен. Ну да, мы их видели на Аданге. И вот так было большинство Пу-Липы раньше засажено вот такими вот соснами. И там особо все-таки чувствуется хвойный запах. То есть это прям санаторий, предполагаю, для легочников. Мог бы быть очень большой. Но, к сожалению, вот таких деревьев осталось очень мало. Вот получается здесь отельчик. На вид все очень мило. Вот, кстати, мое любимое. Вот это я понимаю жизнь. Как я говорила, 24 тысячи, 12 ночей. Блин, ну это вообще. Вот это вот стоит там $1000 за ночь. А здесь 20 стоит. Короче, ребята, вот Пу-Липы, остров контрастов. Вот все прекрасное когда-то заканчивается. Осталось 2 часа до лодки. Последний массаж. Все, я уже рассчиталась. Прекрасная погода, прекрасный остров. Посмотрите. С благодарностью к острову, людям. Всем желаю здесь побывать и обязательно. Ну и скоро будут новые путешествия, дороги, перелеты, самолеты, впечатления, эмоции, люди. В общем, они такой зеленой мажут штукой, которая пахнет ментолом. И вот с ней делают массаж ног, ну и вообще в принципе. Ну вот на таких лодках мы поедем. Спидботы. Ой, Сиам наша лодка, вот она стоит. Я так понимаю, что скоро начнется посадка, а я все еще попала. Ну все, последнее, прощай. Лодка набирает обороты. Смотрите, какие волны.
a building of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel